Всем привет! Сегодня готовим очень оригинальное и красивое печенье в виде ракушек при помощи вот такой обычной пробки. Печенье готовится невероятно быстро и просто, а получается вот таким красивым и, конечно, очень вкусным. Посмотрите, какое печенье. Я сейчас его разломаю. Оп! Вы видите? Здесь очень вкусное песочное тесто, джем. Конечно, печенье получается невероятное, рассыпчатое, сладенькое. Я всем рекомендую. Приготовьте и удивите близких новым необычным печеньем. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И для приготовления этого замечательного печенья мне понадобится примерно 400 граммов муки. Муки, конечно, может идти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 100 граммов кукурузного крахмала. Кукурузный крахмал можно заменить картофельным. 150 граммов сахара. У меня сегодня светло-коричневый тростниковый сахар, можно использовать любой. 150 граммов растительного масла без запаха. 2 яйца. 8 граммов разрыхлителя для теста. Четверть чайной ложки соли. 1 чайная ложка экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром. 50 граммов густого йогурта или кефира без каких-либо добавок. И также для нашего печенья нам понадобится сегодня густой джем. У меня здесь такой густой домашний ананасовый джем. Можно использовать любой джем, какой у вас есть. Главное, чтобы он был густой. Приготовим тесто. Тесто готовится очень быстро и просто. Разбиваем 2 яйца. Добавляю соль, сахар, экстракт ванили. Хорошо перемешиваю. Добавляю кефир. Перемешиваю. И вливаю растительное масло. Также хорошо перемешиваю. В полученную массу просеиваю крахмал. Перемешиваю. Теперь венчик я убираю. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Я точно знаю, сколько муки берет у меня это печенье, поэтому я просеиваю сразу все 400 граммов. Вы можете просеивать постепенно. Руками замешиваю тесто. Тесто должно получиться мягким, но вместе с тем не прилипающим к рукам. Посмотрите в итоге, какое тесто у меня получилось. Оно такое нежное, очень мягкое. Посмотрите, легко собирается, легко растягивается. Очень приятное тесто. Тесто я собрала вот в такой шар, перекладываю его в пакет и отправлю в холодильник примерно минут на 10, чтобы оно отдохнуло. Тесто у меня отдохнуло. Достаю его из пакета и разделю на 2 части. Буду работать с одной частью теста, а вторую снова отправлю в холодильник. Сейчас тесто будем раскатывать в пласт. Рабочую поверхность я не подпыляю мукой. Сверху теста накрываю обычным пакетиком, который я разрезала. И раскатываю тесто в пласт. Раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 3-4 мм. Убираем пленку. И теперь
Формировать печенье я буду при помощи вот такой рифленой формы. Диаметр формы у меня 7 сантиметров. И также при помощи обычной пробки. Пластиковая пробка от бутылки. И сейчас вырезаем из теста заготовки. Все очень просто. Остатки теста собираем. Снова подкатываем в шар и потом снова раскатаем и вырежем формочками кусочки теста. И сейчас я покажу, как формировать печенье. Берем кусочек теста, пробку, и посмотрите, пробкой я делаю вот такой узор, надавливая на тесто. Делаю прямо на руке, так удобнее, потому что тесто довольно нежное. Если вы будете делать на рабочей поверхности, не так удобно тесто поднять потом будет. Посмотрите, получается вот такой красивый рисунок. Беру немного джема. Джем действительно должен быть густой. У меня, как я уже сказала, ананасовый джем. Выкладываю на тесто и собираю тесто вот здесь вот с одного края. Поджимаю. Тесто очень легко, хорошо поджимается. Беру снова пробку и делаю здесь вот такой рисунок. Надавливаю пробкой. Получается вот такая ракушка, очень красивая. Перекладываю ракушку на подготовленный противень. Противень я просто застелила пергаментной бумагой. Бумагу я ничем не смазываю, в тесте достаточно масла и у меня хорошая пергаментная бумага. Если хотите, можно вот так вот хвостик еще у теста немного подогнуть. Будет красивее смотреться. Покажу еще раз. Берем пробку и делаем рисунок. Просто надавливая сверху на тесто. Я сформировала первую партию печенья. Печенье укладывайте на расстоянии друг от друга, так как оно увеличивается в объеме. Сейчас отправляю печенье в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 12 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. У меня включен верх и низ духовки и включена конвекция. Первая партия моего печенья уже испеклась. Посмотрите, какое оно получилось красивое. Выпекалось у меня печенье 13 минут. И я сразу же отправляю выпекаться следующую партию печенья. Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 40 штук вот таких красивых печенюшек. Посмотрите, какая большая тарелка печенья у меня получилась. И все печенье очень красивое. Его просто даже приятно подержать в руках. Я сейчас попробую. Печенье получилось просто невероятно вкусным. Оно и рассыпчатое, и нежное. Конечно, здесь сладкий джем и очень вкусное тесто. Обязательно приготовьте и угостите всех своих родных таким замечательным красивым печеньем. Я думаю, вы сможете их удивить. Тем более, что готовится такое печенье невероятно быстро и просто, и из самых простых продуктов. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!